Привет, друзья! Рада всех видеть на канале Советы для дома. Сегодня покажу, как очистить старую сковороду от многолетнего нагара и жира без дорогой химии. Все максимально просто. Сковорода у меня в очень запущенном состоянии. Слой нагара снаружи, жир, который уже буквально въелся в металл. Просто губкой такое не отмыть. Хорошо видно, что снаружи мягкого нагара, который при чистке легко убирается, немного. Сковорода больше покрыта тонким слоем черного нагара, который убирать достаточно сложно. Я читаю ваши комментарии, и чаще всего вы пишете именно про такой тонкий черный слой, который ничем не можете убрать. Внутри, кстати, тоже и стенки, и дно покрыты слоем жира и нагара. Давайте начинать чистку. Для этого нужно подобрать емкость по размеру сковороды, которую можно поставить на газ. Я взяла большой таз, можете взять кастрюлю или ведро. Главное, чтобы в емкость поместилась сама сковорода. Если не помещается ручка, не страшно. На ней обычно копится жир, и в конце чистки просто подержите ее пару минут в растворе, и она будет чистая. Беру обычное 72% коричневое хозяйственное мыло и натираю его на крупной терке. Я натерла половину бруска, этого хватит, и вот столько мыльной стружки у меня получилось. Давайте посчитаем, сколько это ложек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Второй ингредиент, который сюда нужно добавить, это сода. Я использую пищевую. Добавляйте 1 стакан или отмеряйте 7 столовых ложек с горкой. Залейте сухие ингредиенты горячей водой и перемешайте. Кладу в раствор грязную сковороду и доливаю воду. Она должна полностью покрыть сковородку. Воду наливайте максимально горячую, которая течет у вас из крана, тогда раствор быстрее закипит. У меня полная кастрюля, это 1,5 литра воды, итого получилось 7,5 литров воды. Ставьте сковороду на плиту и доводите раствор до кипения. Чистящий раствор начинает закипать, и смотрите, сколько пены образовалось. Чтобы она не сбежала на плиту, добавьте в раствор 1 столовую ложку обычного растительного масла. Теперь пенная шапка не будет нарастать, и сковородка будет спокойно себе вывариваться. У меня раствор только закипел, а верхний слой жира и нагара уже размягчился. И смотрите, как легко счищается. Его нужно аккуратно срезать лезвием ножа, и тогда сковородку вы не поцарапаете. После того, как счистите весь мягкий нагар, оставляйте сковородку кипятиться еще на 5 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы следующий слой нагара тоже начал размягчаться. Повторяйте так несколько раз. Кипятите, счищаете. Потом опять кипятите, счищаете. Стальные, эмалированные и чугунные сковороды нормально перенесут такое кипячение. У меня же сковорода алюминиевая, а после кипячения в щелочном растворе алюминий может потемнеть, а из-за сильно щелочного раствора и вовсе испортится. Поэтому я взяла пищевую соду, а не кальцинированную, с ней раствор получается мягче. У вас сковорода может быть загрязнена по-другому, поэтому начните просто с кипячения с хозяйственным мылом. Если видите, что плохо очищается нагар,
Тогда понемногу, буквально по 1 столовой ложке, добавляйте в раствор соду. Хозяйственное мыло отлично растворяет жир, потому что в нем много щелочных компонентов. Когда вода нагревается, мыло начинает размягчать старые жирные отложения, но сода помогает разрыхлить нагар и усиливает действие мыла. Все, что размягчилось, я очистила. Теперь приступим к очистке вот этого тоненького черного слоя. Посыпьте дно сковороды содой, она будет работать как мягкий абразив и поможет дочистить поверхность. Дальше беру губку для тефлона и приступаю к очистке. Рекомендую взять именно такую губку, потому что сейчас на сковороде много именно размягченного нагара, который такой губкой вы запросто уберете. Агрессивную чистку металлической губкой оставьте под конец для стойкого нагара и, возможно, даже пригара, который уже ничем не счищается. Сполоснула я под водой сковородку. Выглядит она уже довольно неплохо. Ну а теперь уже вот эту черноту буду убирать металлической губкой. Чистить ей буду только снаружи, внутри сковородку трогать не буду, чтобы не оставить царапины. Вон, видите, черная жижа стекает, так что губка эта работает. Чтобы чистить сковороду было легче, ее постоянно нужно опускать в раствор. Опустили на минуту в чистящий раствор, почистили. Опустили, опять почистили. И так до тех пор, пока не будете довольны результатом. Чтобы вернуть алюминию более чистый и светлый вид, обложите сковороду салфетками, смоченными уксусом, и оставьте примерно на 5 минут. Уксус помогает растворять окисление и известковый налет на алюминии, поэтому металл становится заметно светлее и чище. После этого остается только все хорошо промыть под водой со средством для мытья посуды. Еще раз смотрим на сковородку до чистки. Она вся черная, в жире, нагаре. И вот такой результат. Конечно, не как у новой сковороды из магазина, но разница огромная. Самое главное, толстый нагар уходит легко, агрессивную химию я не использовала, на чистку потратила меньше часа. Если хотите довести сковороду до идеала, то вам понадобится еще максимум 30 минут. Кто уже пробовал очищать свои старые сковородки, напишите в комментариях, что вы использовали. Если это видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, до встречи в следующем видео.